Здравствуйте, друзья! Я хочу вас провести на экскурсию по Калининскому району города Челябинска. О, что это? Слышите? Как звенит наша местная церковь. Она говорит, что сейчас 8 часов вечера, и вы наблюдаете вот такой потрясающий вид с балкона, на котором мы иногда вечерами просто стоим, так, знаете, типа курим сигарету и что-то обсуждаем, например, футбольный матч. Но это не важно. В общем, здесь, в этом здании я жил, и вот дверь моей квартиры, я отсюда так выходил, так знаете, и вот шел, и вот здесь почему-то сосед все время, знаете, у него свет горит, но мы с ним как-то обычно не общаемся. Его зовут Василий Петрович. Вот знаете, вот видите, он даже со мной не здоровается. Как-то, в общем, как-то странно у нас с ним. Давайте пройдемся. Давайте просто погуляем и посмотрим. Я вам покажу район, покажу, что у нас нового появилось, что старого. Сам немного поностальгирую. Ну, в общем, как-то так. Так, у нас что? Так, извините, тук-тук-тук. Можно зайти сюда? Так, давайте поговорим. Ну, в общем, как всегда, у него там жена болеет. Да ладно, жена у него постоянно больная, как и он. В общем, соседи у меня очень странные на этаже, как вы можете заметить. Вот здесь, например, вообще квартира пустует. Знаете, как вот в этом... На севере России, там, где есть жилые высотки, такие 9-этажные советские здания, и одни из них пустуют, и вот так вот просто можно зайти в проем, и вот пустая квартира, здесь никто не живет. Темно и немножко неуютно даже. Есть свет. Свет горит. Интересно. О, фонарик. Ну вот, да. Не у всех, конечно, сейчас стоят японские унитазы в квартирах, поэтому кто-то удовольствуется чем-то вот таким. А вот у нас вот, ребят, вид с балкона. Мне, честно говоря, немножко страшновато вот так вот, знаете, с балкона на все смотреть, с высоты. Высоты очень боюсь. Ну, вот как-то так-то выглядит у нас сейчас район. Вот детская площадка. Видите, да, там никто там почему-то на ней не играет, вон только 2 голубя сидят, и все, и больше никого не видно. Здесь, значит, обещали нам долгое время построить здесь поликлинику. В итоге вы видите сами, что недострой, как обычно. Но в это же время, при том, что здесь недострой, они впендюрили сюда вот эту многоэтажку и заработали кучу бабла. ЖК «Аквамарин» называется. Да, вид не самый такой, не самый впечатляющий, но и не самый плохой. Но мне, честно говоря, вот страшновато все время было к краю подходить, поэтому если ребята вот где-то вот здесь стоят, курят, то я обычно близко не подхожу, потому что как-то чувствуешь себя небезопасно. Ну что, поехали вниз, посмотрим, что там есть у нас на райончике. Так, ну вот... Что-то какие-то глаза красные. Ну что с тобой опять, а, сосед? Дорогой мой сосед. Да. Вот выходим. С одной стороны у нас... Ну давайте посмотрим игровую площадку. Довольно, кстати, большая. Мне нравится, что вот много здесь есть разных элементов. Вот голуби что-то сели, как короли тут расселись. Так, брысь отсюда. Футбольный мячик. Кто это у нас там гавкает? Что это ты у нас разгавкался, а, дружок? В общем, да, чья-то бесхозная собака гавкает, спать людям не дает. Что еще вот есть в моем дворе, в котором я вырос? Знаете, я, наверное, переехал сюда, вот в этот дом, где-то, наверное, лет в 12, я думаю, лет в 12 я переехал. Вот этого, кстати, здания тогда не было. Когда мы были вот здесь, вот этого не было здания, ну и вот этого, понятно, этого всего не было. Вот эти вот недострой этого мерзкого тоже здесь не было. Было все спокойно и приятно.
Это наша знакомая Марина. Марина, значит, любит принимать грязевые ванны. Здравствуйте, Мария. Мария? Не будем ей мешать. Пойдемте уже где-нибудь прогуляемся по главной улице, посмотрим сам район, а не просто двор. Вот здесь я сразу выхожу. Да, ребята. Вот это все, что вам нужно знать про точечную застройку. Это когда выходишь, и все здания близко друг к другу, солнечный свет практически не попадает, особенно если вы там живете где-нибудь в уголке. Вы живете без солнечного света, это просто ужасно. Депрессивно. Ох, даже хорошо, что я в какой-то момент уехал. О, здравствуйте. Ну, это... Так, я немножко отойду и расскажу. Ну, вот, в общем, типичная обстановка. Можете увидеть, да, вот местные жители в привычной позе занимаются... Да ничем не занимаются. Ну что, как дела? Говорит, что сигарет ему надо. Сишку ему надо, охота. Но у меня, я перестал курить, кстати, так что... Давайте пройдемся немножко в... Так, пройдемся вот сюда. Вид, кстати, красивый, да? Смотрите, я вот оттуда пришел. И вот здесь вот мне что всегда нравилось, есть вот в Тбилиси такие 3 комплекса из 3 зданий, и у них на каждом этаже есть как бы мост между ними. И вот у нас что-то есть похожее. Я бы назвал это, честно говоря, даже, как сказать-то, достопримечательностью. То есть у нас, видите, на фоне так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на уровне 7-го этажа находится переход в другое здание, на крышу другого здания. Кстати, можно даже попробовать. Я не знаю, впустят меня туда или нет. Давайте посмотрим. Как всегда, много, конечно, потратили бетона на все это. Так, я вообще хотел наверх пойти, но что-то я вот... Даже я не помню, что там будет. Давайте посмотрим. Ого. Так, мы заходим в подземный паркинг. Подземный паркинг. Больше ничего нет. Так, ну что, поехали тогда? Теперь я на мотоцикле. Мотоцикл, честно говоря, не мой, но я вообще наверх хотел. Я вообще хотел наверх. Кстати, мы наверх поднимаемся. Ладно, хватит мотоциклов. Что это было? Неважно. Ну, на самом деле, вот как бы мы заходим на одну из главных улиц. Бабка идет из магазина с пятерочки. Мне что вот в этом микрорайоне больше всего не нравится, это то, как все сильно застроили в этом районе, и кто-то кричит. Так, давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. Так, мне нужно спрыгнуть. Так. Я ее, кстати, не знаю. Ладно, посмотрим. Так, не будем смотреть Первый канал. Тут, видимо, уже кто-то хорошо устроился.
Так, а как я могу туда попасть? Вот мне бы хотелось туда попасть. Вот эта церковь, я в нее ни разу не заходил. Вот этот человек... А, это женщина. Ладно, хорошо. Я думал, она мне напоминает, короче, мужика. Был у нас один мужик на районе. Он, значит, выходил все время... Ну, примерно как так. Во двор вот выходил. Ходил по двору. И... Вроде был нормальный мужик, но он почему-то все время разговаривал сам с собой. Он так вот ходил туда-сюда, туда-сюда и разговаривал с собой. И мы ему придумали погоняло «Воробушки прилетели». Это потому что один день он, видимо, настала весна, и стали летать везде птицы, щебетать, и он типа ходил и себе под нос себе бурчал, что воробушки прилетели. И вот типа я подумал сначала, что это он, а это, короче, какая-то их из-за кто это стоит. Так, ну что... Ой, что-то... Я думал, издалека вы выглядели более симпатичной. Да, я видел, я заметил, что ваша голова как-то неестественным образом вращается. Да. Ну, я не буду вас тревожить. Ладно, давайте, ребят, пройдемся уже где-нибудь не во дворах. Найдем какое-нибудь место более веселое. Вот, солнышко. Вот оно. Вид на реку Миас перед вами. В какой-то момент, вот вы подумайте, а почему такой цвет? Суть такова, что мы, когда были детьми, мы еще здесь, кстати, купались. Было, там рыбу даже ловили. Это мне когда было, наверное, лет, уже 12, там 13, лет до 15. И потом эту реку просто закрыли. То есть в ней нельзя больше уже купаться. И она стала сильно мельчать. Она раньше была намного больше. Вот сейчас это то, что осталось от реки. Особенно в центре города это хорошо видно. Это сейчас мы в Калининском районе, а в центре города видно, как там все заросло камышами, всякими водорослями. И вот, к сожалению, имеем то, что имеем. Не самая великая речка на моей памяти. Имеем то, что имеем, да? И радуемся. Да, вот такие виды просторные. Раньше тоже вот здесь был лес, сейчас это все застроили. Бетонные джунгли, я бы это назвал. И возвращаемся мы в наше темное царство. Наше темное царство. Вид, вот, честно говоря, как бы мрачновато, да, но в то же время уютно. Там до сих пор, кстати, там стоит. Был я один раз в Марокко, и в Марокко, короче, люди, вот мы в нашей жизни, мы в 21 веке живем, у нас информация, у нас Facebook, мемы, ответить на e-mail, отправить какую-то сумму, переплатить, забукать билеты, столько много разных забот. А в Марокко замечательная страна. Я видел, как люди просто часами сидели на одном месте, курили кальян и ничего не делали. Посреди пустыни, посреди ничего. И никуда никогда не торопились. Примерно как вот эта вот девушка. И наслаждались жизнью. И я в этот момент понял, что хорошо иногда знать... Блять. Давайте еще немножко погуляем вокруг многоэтажек. Может, еще что-нибудь интересное нам на глаза попадется. А этот дом известный, относительно известный дом. Он напоминает, в Калининграде есть дом советов, похожий на робота из «Ну, погоди», знаете, там был эпизод, где кролик превратился, заяц превратился в робота, и вот что-то похожее у нас тоже в городе построили, на районе. Опа-на. Слушай, не открыто. Что, зайдем? Какой-то Мао Цзэдун. Уф.
Что это было? Ого. Это что, человек следил на камерах? Windows XP. Windows 7. Ого. Ладно, хорошо. Ого, а здесь что у нас? Make room. О, Борис Стругацкий. Аркадий Борис Стругацкий. А здесь у нас что? 1984. 1984. Collapse. Guns, Germs and Steel. The World Until Yesterday. Интересно. Ничего из этого не читал, кроме 1984. Кстати, хорошая книга, но мне «Скотный двор» больше понравился. О, здесь вот про этот, ребят, переход я вам как раз и говорил. Переход на уровне 7-го этажа, как в Грузии. Только, конечно, здесь, видите, да, все заржавевшее. Тут как бы, немножко небезопасно. Вот. В Тбилиси чуть получше с этим. Так. О, свет у кого-то горит. О, еще там какой-то. Может, я, кстати, его знаю. Ладно, посмотрим чуть поживем, увидим. Может, поздороваемся. Представляете, да? Была природа, зелень, река, и оттуда просто вот так вот это все вот построили из ничего. С такими переходами. С такими переходами. Сурово, да? Все оттенки жизни. Вот, ребята, вид, значит, на нашу речку под названием Миас. Вот, так скажем, наша набережная. Че, мне прыгать, что ли? Отсюда прям. Я, если честно, ребят, высоты боюсь. Здесь вроде не слишком высоко. Оп. Живой. Ладно. И на том спасибо. Ну вот, ребята, мы вышли. Мы вышли к нашей знаменитой Челябинской набережной в Калининском районе. Часто мы сюда ходили, обычно ходили купаться, еще ходили пиво пить. Покупали пиво там, где нам продавали, когда мы были мелкие. Вот так вот приходили и пили пиво, короче. Сигареты курили. Обсуждали линейку, потому что мы все тогда играли поголовно в Lineage 2. Вот речка. Когда-то мы, кстати, в ней купались. Она была не такого цвета. Раньше она была более, знаете, такого голубоватого оттенка. В это, конечно, сейчас тяжело поверить, но что было, то было. Мы купались с ней. Вот у нас сейчас слив нашего хлебокомбината. Да, не знаю, что они там сливают. Ну вот. Это мост, значит, из города в район под названием ЧМЗ. А туда я, кстати, ни разу не заглядывал, но что-то у меня никогда не было желания. Туда обычно, это, знаете, это карьер изумрудный. Мы летом постоянно туда ходим купаться. И прикол этого карьера в том, что туда и машины скидывали, и трупы всякие скидывали, и бог знает, что там было. Но с такой высоты я, конечно, туда прыгать не собираюсь. Это мы сейчас находимся с заднего двора магазина «Красное и белое». Дверь, гараж, кстати, открытый. Давайте зайдем, посмотрим. Кстати, да, вид симпатичный. Ну вот, полюбуйтесь. Как Калининский район, вот
наверное, его начали строить в годах 70-х советского периода. И, ну, там у нас исторических зданий-то толком нет. Вот вышка, Теле2, кстати, вышка здесь. Вот новые свечки построили недавно. Построил, значит, чувак, владелец группы компаний Ариант. На его деньги начали строить вот эти две башни. Вы как видите, да, тут даже свет не горит. А свет не горит почему? Да потому что они, сука, недостроенные. Почему они недостроены? Да потому что у нас сменился в один год губернатор. Губернатор ушел предыдущий, пришел новый чувак, начал свои порядки устраивать, и в итоге один из крупных бизнесменов как-то свернул свой бизнес, и один из его домов остался недостроенным. Теперь стоит вот такой дом, хотя мог бы быть красивым. Вот это вот больше мне нравится. Вы видите, да, вот это вот сверху такая штука, как будто как обсерватория такая на крыше. Вот. Там, кстати, паркинг. Вот. Ну что, поднимемся, посмотрим, что у нас здесь. Высоко. На самом деле, вот если сейчас посмотреть, да, вот река, вот плотина, вот река, железнодорожные пути, там у нас ЖД-станция, ну и вот, собственно, райончик. Некоторые бы даже сказали, что это микрорайончик. Ой-ой-ой. Да. Хотел я, ребят, купить сначала билет. Хотела купить билет на поезд. На обратный билет. И вот искал, где бы его купить, а он мне говорит, что не продает билетов. Ну ладно, хотя бы у него это... Бесконечные пространства, да, вы видите, горы бетона, просто какие-то миллиарды тонн бетона по всему городу. Можно только представить, насколько дорого это все стоило и как озолотилась бетонно-производящая компания. И вот у нас сейчас перед вами это Шершневское водохранилище. Вот сюда мы обычно ездили купаться, там через лес, правда, там есть получше места, здесь, конечно, мест никаких нету, здесь только так вот, если там с вышки прыгать. А так, Шершневское водохранилище довольно-таки большое, если честно. Вот так мы и проводили свободное время в Калининском районе города Челябинска, свободное. Музыка неплохая играет. Да, чувствуете, да? Челябинский вайб. Друзья, давно я не был в гостях у своего тусовочного друга, которого зовут Артем. И Артем ходит на все рейвы, которые происходят в Челябинске. Вот он, там стоит он, вот он курит. И смотрит вдаль, многозначительно, да? Да, Тёма? Вот. Играет музыка, сидишь такой, стоишь на балкончике, куришь. Неплохо, да? Где-то вот там, мне кажется, человечек сидел. Или там он сидел. Мне вот интересно, кто это был? О, вот он. Дорогой мой. Как ваши дела? Что вы здесь сидите один? О, да. Я понимаю. Наслаждайтесь солнцем. Знаете, вот сейчас я вот живу в Дании, да, и солнца у нас мало. И вот когда у нас вылезает солнце, вот примерно так же, как здесь. Вот этот вот. Я как кошки, знаете, в видео на ТикТоке, когда солнце меняется в течение дня, и кошки прям следят и перемещаются в течение дня по лучам солнца. И вот этот чувак кайфует, потому что солнца здесь мало, и вот я его просто прекрасно понимаю. Потому что в Челябинске в целом солнца было намного больше. Ну вот еще один человек у нас спящий. Да. Ну что-то видите, да, только вот один человек из нескольких, который более-менее находит позитив в своей каждодневной рутине.
О, мы встречаем больше людей. Так, а вы что? Ой-ой-ой, вы что? Чем это у нас занято? Вы делаете уху? Прямо в проруби? Мне кажется, они у нас вот здесь. Типа такой, знаете, немножко андерграундный вайб. О, чувствуете, да? Слышите звуки? В общем, это друзья мои, такие типичные рейверы, которые... В общем, они так и до утра могут тусить. И... Так, не спрашивайте, что я делаю. Ого. Окей. Даже не планировал сюда. О! Извините. Так. Здравствуйте. Здрасте. Не будем... Наверное, не надо, не стоит мешать. Смотря на это все глазами такого, знаете, около... Блять, я хочу туда подняться. Все, мы идем туда. Время летит. Ух. Вот мы и на крышах. Романтика, да? Смотрите, какая романтика. Руфер. Я, на самом деле, признаться, никогда руфером не был и не хотел стать. Я высоты боюсь, о чем вам уже несколько раз сказал. Но вот туда я забраться очень хочу посмотреть. А там у нас что? Ребят, смотрите, какой я гаджет надыбал, короче. Типа, как, знаете, как у Карлсона. Что это? Ёлки-палки. Короче, вы не поверите, что я могу сейчас сделать. Смотрите. Во-первых, вид красивый, да? Роскошный вид, я бы сказал. И на Шершневское водохранилище вид. И на, значит, ну как это сказать, на офисный центр. И на вот эти вот свечки, про которые вот я сказал, у чувака была фабрика по созданию колбасы и разных колбасных изделий. И вот интересный архитектурный объект с крышей. И вон наш сосед, который любит техномузыку. И там, ну, вот наши были рейверы, друзья. И вот здание, из которого я родом, вот моя высоточка. Ну что, я предлагаю вместе немножко полетать. Вы согласны? Вот что вы думаете насчет немножко полетать над этим... Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день. Блин, на уровне птиц. Летаем, друзья. Мы как в сказке. Ах, я играю на гармошке. Ну вот он, Калининский район с воздуха. Можно, конечно, бесконечно наслаждаться видом этого потрясающего района, этих новостроек, этой уникальной архитектуры. Я надеюсь, вам понравилась эта маленькая экскурсия, а мне пора садиться на поезд и уезжать из нашего красивого, потрясающего района под названием Калининский район. Всем до свидания. На виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.